Во Франции, что с медицины? Вчера зубы выдергивал в частной клинике, я офигел. Прием абсолютно спокойный, нет никакого напряжения между врачом и пациентом. А лекарства у них вкусные? Про медицину вопрос. Как с медициной? Лучшая, не лучшая в Европе? Может быть, ты назовешь топ-3 страны по медицине в Европе? И в целом во Франции, что с медициной? Да, ну я бы хотела тут сразу защитить французскую систему Ну здравоохранения. защити, Многие на нее ругаются, что очень большие очереди или что-то еще в таком духе. Я Мгм. хочу сказать, что нет на самом деле. Да, если вы ходите постоянно к одному врачу, возможно, у этого врача не будет мест. Но во Франции есть единая система, называется Doctolib, через Мгм. которую вы записываетесь к врачу, вы можете найти себе врача поблизости. Кстати, отличный французский стартап, который в свое время получил финансирование и в итоге стал государственной платформой, которая Мгм. сейчас просто не представляет без ее жизни ни граждане, ни врачи, которые работают во Франции. Ничего себе. Вот. Можете найти себе, собственно, встречу, да, запись у любого врача, у любого специалиста в любой точке Франции, Мгм. независимо от вашего города. В целом есть во Франции, вот как в русских государственных больницах, женщина, которая просит одевать бахилы. Нету такой? Мне кажется, что нет. В Или последние там годы, роботы? Или там роботы, ты заходишь, а там роботы стоят, они тебе предлагают. Это же Франция, развитая. Мне кажется, что последние разы, когда я ходила, я не надевала бахилы, и никто этого не просил, потому Мгм. что все-таки Франция у нас за экологию. Знаете, если А, нам суждено умереть от бактерий, мы, скорее всего, от них умрем. а. Но Да, лучше кстати, лишний пластик нам не размножать. получается, ты все-таки, у тебя уже был опыт похода в больницу. Расскажи вообще Конечно. твои впечатления. А я тебе расскажу свои. Я вчера зубы выдергивал в турецкой частной клинике. Я офигел. Ну, это затравочка. Давай рассказывай про Францию. Как ты сходила в больницу? Я сходила просто прекрасно. Все разы, которые я была, это просто идеально с тобой. Ну, я, правда, конечно, разговариваю на французском. Мгм. Возможно, тем, кто говорит только на английском или только на русском, это будет немного сложнее. Хотя Мгм. есть тоже специалисты, которые указывают, что они общаются на английском или общаются на русском. Такие тоже есть. Конечно, небольшое количество, но они есть. Можно также с переводчиком сходить. Ну, мне это не требовалось. Я, в принципе, всегда справлялась с этими задачами. Мгм. Прием абсолютно спокойный, нет никакого напряжения между врачом и пациентом. Идеальные кабинеты. Чувствуешь себя как в частной клинике в России. Да, то есть это в любом месте чувствуешь себя очень хорошо и комфортно. Мгм. А по ценам на частные, государственных, очевидно, бесплатно все, да? Если у тебя там с документами все окей. Ну, не совсем, да, у нас есть карта Carte Vitale, которая нам покрывает до 70% обычно Мгм. стоимости приемов, консультации покрывает полностью, Мгм. а вот лекарства, которые нам выписывают, она все-таки покрывает не полностью. Но можно также запросить дополнительное, да, добровольное страхование, оно может покрывать до 100%. А лекарства у них вкусные? Вкусные. Отлично. Потому что я как и в Турции не попробую лекарства, одна горечь какая-то, невозможно даже запить. Так вот, я Все рассказываю... лечится парацетамолом, так что отдых Окей. вкусный. Окей, я сходил в турецкую, я себе дергал вчера зуб. Ну, не сам, слава богу, там кто-то был, там мужчина какой-то, и он мне помог в этом. Так вот, я зашел в частную клинику, там все окей, все современное, крутое. Я просто сравниваю с питерской. Я в питерской лечил зубы в государственной, вот. И мне там сделали, мягко говоря, не очень. Я 3 раза перелечивал один и тот же зуб. Это так, предыстория. Я зашел, значит, в эту турецкую клинику. Во-первых, сравнимо с тем, что мне в рот пихали там
Санкт-Петербурге, чтобы сфоткать вот эту всю часть, они какой-то прибор мне прям в рот засовывали, и я с ним сидел там, не знаю, 5 минут. Меня какой-то броней закидали, чтобы вот это рентгеновские лучи меня, не навредили, короче. А здесь все очень круто. Я зашел в кабинет буквально секунд на 10, там какой-то аппарат стоял, я туда свой рот засунул, вокруг меня прокрутилась какая-то штука, и все, уже 3D-снимок готов. Он уже меня все зовет, типа, лечить. Быстро все круто сделал. Самое интересное — это ценники. Ценники вообще меня очень порадовали, потому что я заплатил за анестезию, за то, что мне вырвали зуб, и за консультацию, за 3D-снимок на русские деньги 1200 рублей. Частная клиника с 5-звездочным обслуживанием. Там все клево, чистенько. Так что я просто офигел. Я сразу же к этому же врачу записался. Я говорю, лечи мне все зубы, которые у меня недолечены, пока есть возможность. Потому что я в России только за анестезию 700 рублей за анестезию платил. И то она действовала только через 20 минут. Мне приходилось 20 минут еще какие-то новости смотреть по телевизору, пока я ждал. Вот, это так, вкратце. У тебя был опыт в лечении зубов во Франции? Нет? Лечения зубов, к счастью моему, не было. Но мне кажется, что мне это предстоит, и обязательно запишем видео, как только я... Сразу же. Причем из стоматологии. Включаешь прямой эфир, мы подключаем стрим, и все, и будет крутое видео. Да, и мне бы было интересно посмотреть, как там все это расскажу, как только... Я думаю, что даже можно какие-то обзоры уже вводить, там обзор госпиталя французского, или обзор колледжа, или как там во Франции? Колледж, а во Франции... Это реально, я же преподаю как раз. Ну да, точно. То мы поговорим про развлечения и вот сферу услуг. Вот ты кушала в кафешках, я думаю, уже успела поесть каких-нибудь вкусных, тех же круассан, выпить винца, вот это все. Про сервис расскажи и про развлекуху тоже. Кино, не кино, там фестивали какие-нибудь. Кино. Сразу скажу, что кино не будет. Кино не будет? Ребята, не расходимся, это кликбейт, это все-таки кликбейт. Не будет, потому что фильмы-то на французском, и к этому надо, готовиться, да. Фильмов на русском в прокате здесь, естественно, вы не найдете. Что, «Иронию судьбы» даже не показывают? В Новый год? Показывают детям «Иронию судьбы». На французском? На французском, да. Окей. Кино можно найти на английском, на самом деле, но оно будет обязательно с французскими субтитрами. На русском можно найти, возможно, какие-то дискуссионные клубы или, например, что-то при российском посольстве, потому что у них там есть очень много всего интересного в Париже. Ницца, возможно, тоже проводят какие-то тематические фестивали, потому что все-таки там большое русское комьюнити. Насчет ресторанов, мне кажется, что сравнивать кухню тут бесполезно, да, мы все знаем, что французская кухня — это предел совершенства в какой-то степени, да, но сервис, конечно, зависит от разных мест, иногда оставляет желать лучшего. Все-таки все здорово, да, еда шикарная, все шикарно, но бывают коммуникативные неудачи, да, если вы не разговариваете по-французски, вас могут не понять, и да, французы такие, они немного привередливые к этому. То есть сам официант может еще сказать: я тебя не так понял и принес не то, это твои проблемы? Типа того? Не прям так, да, конечно, так не будет, но просто да, им достаточно сложно говорить на английском, они очень не любят говорить. Как же старый добрый метод: взял меню и тыкнул пальцем на картинку, как я в Турции делаю? Работает, Да, так можно, так можно. Лучше так, чем, да. По ценникам, скажи, что по ценникам, вот средний чек поесть в кафе, в ресторанчике, давай, это от Ольги, средний чек. Да, средний чек от Ольги зависит от времени дня. Вечером дорого. В обед во всех ресторанах, мне кажется, есть во Франции формулы. Это или меню, либо формула, они это называют. Например, вы платите 20 евро, вам предлагают салат, вам предлагают основное блюдо, десерт и обязательно приносят воду. Да, эти формулы, это, конечно, супер выгодно, я считаю, потому что 20 евро это в районе 1500 рублей,
за обед, за одного человека, ну, я считаю, это хорошая стоимость, да, за полноценное блюдо с закуской и так далее. Безусловно. Аналогично заказывайте, например, бокал вина или стакан пива или что-то другое, обязательно принесут закуску. Заказывайте просто блюдо, обязательно будет вода. То есть вам не потребуется дополнительно заказывать воду или что-то остальное. Вечером ценник будет подороже. Подороже будет ценник, потому что вечером меню и формулы не предлагают. То есть здесь уже, если вы хотите и салат, и основное блюдо, и десерт, то каждое придется оплачивать отдельно. Десерты в среднем это около 10, от 6, я бы сказала, до 15, ну, в роскошных ресторанах это и дороже, евро. Основные блюда тоже по-разному, от 13, я бы сказала, ну, до максимального чека любого. Салаты аналогично, примерно такая стоимость на них. Ну, везде вино, везде пиво. А какое вино посоветуешь? Вот марку вина, может быть, мы в комментариях оставим там в описании. Марка вина, совет от Оли. Вот так. Мне сложно советовать вино, потому что я люблю такое легкое вино. Я не могу пить какие-то очень крепкие, такие терпкие сорта. Но мне очень нравится вино из Лангедока, Пино Нуар. Круто, круто. Такое Мы напишем и картиночку вставим обязательно. Твой личный выбор города. Вот что бы ты посоветовал из этих 3 городов для наших зрителей? Какой выбрать, так сказать, для начала, для изучения французской культуры и всего вот этого? Я бы выбрала между этими 3 городами, скорее всего, Лион, потому что это максимально неразведанный город для наших глаз. Это очень интересный город с интересной историей, с интересными пригородами и с удобным месторасположением. Можете путешествовать во всех направлениях. Париж просто, потому что находится в центре страны, самолеты, поезда в любую точку мира. Ницца симпатично, да, приятный климат, здорово, море, тем, кто любит вот эту вот роскошь, море из окна и так далее, да, Ницца. Но здесь все зависит от ваших предпочтений. Здорово. Напоследок я скажу для затравочки на следующее видео. Мы следующее видео с Олей снимем такое. Топ-5 вещей, которые бесят во Франции, топ-5 вещей, которыми восхищаюсь во Франции. Давай сделаем, да, для зрителей. Да, я думаю, обязательно. это вообще супер интересно.